Поэтому оставь попытки. Вот еще, ребята. О, ничего себе! Тут жало полетели у нас, жало. А ну-ка еще раз покажи. А я же говорил, это МКАД, ребята, МКАД! Так, друзья, сегодня мы хотим покорить МКАД, наконец-то, после стольких, как говорится, лет. Сейчас пробочка тут собирается, но она какая-то небольшая. Посмотрим вообще в связи с локдауном, что у нас будет тут, насколько будут пробки или вообще их не будет, может быть. Пока здесь Талик, рабочий объем, Гриша и я. Остальные, как всегда, опаздывают. Почему они опаздывают все время? Потому что Есть они... какие-то у тебя варианты? Да, потому что они опоздуны. Опоздуны все-таки, да? Опоздуны. Вот я так и думал. Так и думал. Ну, будем ждать. Они же наши товарищи все-таки. Несмотря на то, что опоздуны. Да. Да, еду впереди, жду вас. Так, и кто у нас Дастер, да, еще? Владимир. Давайте, на связи. Едем к вам. Вать, дошли в правой полосе, жду вас. Андрей, пожалуйста, у нас наши дети смотрят. Давайте не материться. Вот таксист по обочине едет. Давай, снимай. Выходи, камер нет. Итак, друзья, начинается наш рейд. Вперед, снимай пока. Начинается наш рейд. Держим обочину на МКАДе. Первый таксист, наш дружище. Откуда он, непонятно. Но для него это было неожиданностью, что вот так вот он не может проехать по обочинке. Ну и замечательно. Осознал. Дальше у нас... Наверное, это на ютубе видео про обочину. О, все сработало. Зато я теперь узнал, что в фигуральном смысле означает понятие «лес рук». Гляну в правое зеркало. Внимание, бедрило номер 2. Да, снимай бедрилу. Там камера будет где-то метров через 700. Ну, тогда до камеры пусть доезжает, а там потом не крутаем. На Volkswagen чувачок решил проехать по обочине, по МКАДу, но мы видим, что Nexia отца Сергия, она плотно держит, а вот на Opel мужик сразу понял все и поехал. И на Прадике... Рассказывайте, что там говорят, что происходит, потому что, по сути... Только Рено решил испытать судьбу. Ну что ж, хорошо. У нас сегодня едет 1, 2, 3, 4, 5 машин. 5 машин, и мы все держим обочину. Не пускаем хулиганов, вот этих вот оборзевших. Так. Камера уже есть, да? Может, перестраиваться? Подожди, еще метров 50 проедь. Серег, качели не забывай. Я не забываю, сейчас нашу под камеру он ушел. Так ты как раз его тормозни, он распсихуется и поедет. Уже можно его отпускать под камеру? Камеру, пошел. Так, там впереди камеры. Естественно, мы выпускаем этих хулиганов. Пусть едут, но нам не жалко. Хз, как они стреляют на такую дистанцию, поэтому лучше заранее уйти. Все хорошо мы сделали, все правильно. Мерседес все-таки не поехал дальше по обочине, а те двое проехали. Сзади тоже уже перестроился. Значит, да, вот она, камера висит у нас. Да, висит камера, мы видим. Она стреляет на обочину, это очень здорово. Вот эти два чувака, или там 3, сколько их было, которые проскочили быстрее всех, они успели. Камера, им придет штраф, все хорошо. Зеленого человечка. Да, это ЦОДДшники стоят, непонятно зачем. Какая у них функция, мне так и непонятно до сих пор. Ну, наверное, они зачем-то нужны. Ладно. Ну, а мы едем дальше. Впереди у нас тоже обочина и тоже камеры.
Видите надпись впереди? Мы по МКАДу, скоро будет трамвайные пути, нельзя нам выезжать на встречный путь. На МКАДе, видите, уже трамвайные пути есть. Осторожно, ребят. Развиваемся, что ты хочешь. Камеры на обочину. Как обочину. Но здесь уже никак. Вот этот зеленый BMW, Обочина перерастает. зеленый BMW ехал по обочине 100% и продолжает ехать по обочине опять. Что там по камерам? Выходи, нет камер. И Volvo с номером ХАМ попал все-таки. Метров через 300 будет камера. Так, на Тойоте оказался умнее, чувак. Не стал. Смотрите, он не едет. Молодец на Volvo, поехал прямо под камеру. Там написано. Прямо под камеру, ну просто молодец. И еще один на Тойоте чувак, тоже под камеру, ради бога, нам вообще не жалко. Пускай едут, пополняют бюджеты. Вот на этом столбе есть камера, она походу в жопу стреляет. Любимая камера обочинника. Аня, держим строй. Вот эти все, которые объездуны, вклиниваться. Да, объездуны, которые едут, сейчас будут вклиниваться из-за того, что там стоит газель. Начинает вклиниваться. Они будут сейчас пытаться встроиться, но мы, конечно, их не будем пускать, потому что мы знаем, что они хитро деланные парни и хотят, чтобы чуть-чуть побыстрее всех проехать, а дальше там трава не расти. Нет. И мы выезжаем снова на обочину. Ты что, впереди камер нету? Обочина у нас впереди. Ну и пока обочинников не видно, это тоже очень хорошо. Это тоже очень хорошо и даже замечательно, я бы сказал. Делимобиль поехал. Делимобиль едет по обочине. И тут у нас, к сожалению, разгонная полоса. Да, поворот на Рязань. Здорово! Вот, это обочечник КХЕ. Вот. Ну, я надеюсь, что он исправится и больше не будет нарушать. А Делимобиль у нас мало того, что проехал по обочине, не поехал в поворот, так еще и поехал дальше по обочине. Ну что ж, прекрасно. Время сейчас 15:31, 29 октября. Еще по камерам там. Чисто по камерам. Ох, 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 как опасно сейчас было, ребята. Дагестанский бравый парень на ладе хотел въехать в отца Сергия, но не смог. Серега у нас поехал по каким-то своим делам. Вот, мы едем дальше. У нас одно дело сегодня — держать обочину. Так, внимание, это обочинник. Да, исповедовал только что. Такси едет у нас по обочине. Не понимает, что случилось. Убер. И сзади тут же налетели газель, еще какая-то там. Ну что ж такое, ребятки? Почему же так происходит? А почему они ездят по обочине все? Такая красивая у него машина. Кто хочет дать интервью? Я стою справа. Давайте, подъезжайте, ребят. Все будет интересно. Скоро будем. Он все понял, и остальные тоже все поняли. А Мерседес решил, что он поедет все-таки по обочине. Но нет, тоже сворачивает, вклинивается. Самое правильное решение. Нечего ездить по обочине, надо ездить в ряду. Но нет, упертый парень-то, упертый у нас. Ну ладно. Едет, смотрит. Что же делать? Обочина явно перекрыта, да? Виталик держит обочину у нас. Зачем упираться и ехать по обочине, если ты понимаешь, что ты по ней не проедешь? Я не понимаю эту Виталь, упертость. справится, потому что там сейчас будет дальше камера на разметку. На обочину, то бишь.
Ох, еще один газель какой-то едет. А, это у нас Яндекс.Драйв. Яндекс.Драйв. Это у нас Яндекс.Драйв тоже встраивается. Все понял. Очень молодец, все правильно делает. И Lexus впереди. Lexus едет по обочине, да. Вот смотрите, тут идет сужение двух полос, и он залез, вот третьему ему надо быть. Вот я вообще не понимаю, зачем они это делают. Взял, тормознул весь ряд. Ну и зачем? Сзади сними. Видите, сзади тоже там вклиниваются эти всякие Лексусы и все прочее. Вот Серега у нас. Какая-то качалова идет. Сейчас мы подъедем, посмотрим, что там. Парень сказал, что он все понял, больше не будет нарушать. И извинился перед Сергеем, как вы слышали. В общем-то, ну, главное, чтобы осознал. Главное, чтобы осознал. Это самое важное. Чтобы человек больше не нарушал, не ездил по обочине. Вот. Надеюсь, что для него это будет каким-то уроком, что ли. Типа того. Хорошо, спасибо. Все, мы едем дальше. Это такой же из серии. Ну я еду, я же заплачу штраф и все. А то, что у меня нет преимущества, он вот этого вот момента не понимает. Я ему пытался это донести, объяснить, но не знаю, надеюсь, Ты чё, увидел, он поймет. Нифига там вытесняет крузяк у нас. Ты не охерелая мудила, блядь! Смотрите, что творит. Прям вытеснил меня. Я его не стал бортовать, потому что рейд это важнее. Да куда ты лезешь? Что ты залез-то в наглую? Тебя никто не выпускал. Я тут дорогу закончил, где я залез. Угу. Вот это наглёшь, ребята. Такие люди, конечно, у нас просто наглецы. Все нормально, тут охеревший один залез, блин. А Дастер с нами в строю? Да вот из-за него ли... Они не едут за этим охеревшим. Куда, Андрюх? Что? Помощь нужна там что-нибудь, как оттормозить там, ну, в смысле, подождать? Да нет, все нормально. Такие ребята бывают, представляете? Наглые. После пешеходного перехода тоже будет обочина, и тот поедут. Готовимся. Наглецы прям в наглую прет и все, похрен ему. Дорога у него закончилась. Так, готовимся, держим строй. Выходи, Серег, тут нет камер. Давай, снимай. И обочинников пока нет. Уже есть. Итак, мы едем дальше. Обочина. Дальше широкая на широкую. Первый Hyundai у нас пошел по обочинке тут. Он не собирается. Камера на размятку уходить. Опять Делимобиль Ну, до нее на обочине. Ничего себе. Вот это да. А, это City Drive. City Drive. Время 3:43. 29 октября 2021 года. Вот этот волосатое чудовище едет по обочине. City Drive. Принимайте меры, штрафуйте. Ручкой помахал. Делайте с ними что хотите. Все в ваших руках. Все в ваших руках. Опять у нас тут. Серега, едем по МКАДу. Никуда не сворачивай, ради бога. Или как? Так, километра. Через 3 километра, ребята, разворот будет. Окей. Ну, я думаю, две вот
секундачек и City Drive, они под камеру точно попали. 200%. Так мы мало того, что пробки разгоняем, мы еще в казну приносим нормально так доходы. Вообще не показывает, что заряд пошел. А, нормально так. Выехал. Выехал. Притормозите, ребят. Давайте. Серег, давай перед нами. Да, сейчас клинит. Может, там Ауди поедет по обочине. Альфард поехал. Газелька поехала. Так, друзья, мы выехали на МКАД. Уже все. Теперь пробка огромная. Внутренняя сторона МКАДа. Первые обочечники. Audi, Range Rover. Пытаются ехать зачем-то, непонятно. Пойдет он через эту прилегающую территорию или нет? Посмотрим. Девушка красивая сидит. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаменитые качели от Сереги. Это прям классика жанра. Все правильно Серега делает. Возымело действие, начал перестраиваться, опознал. Да, Audi вклинивается, Range Rover. Девушка продолжает ехать, да? Продолжает ехать. Ничему ее жизнь не учит. Ну что ж. Ну что ж. Видимо, ее вообще ничего не смущает по поводу того, что она едет по обочине. И у нее, кстати говоря, опять ленточка. Ленточка. Так, а эти вот наши друзья. Зачем вы едете по обочине? А? По обочине зачем едете? Да. Вот девушка решила дать интервью. Вот она, видите, всячески гордится победами дедов. Да? Видите, наклейка у нее висит. Впереди ленточка на зеркале. Так, Ну, почем? А, ты с Виталиком? но, ох, еще сзади Бэха у нас тут подъезжает. И еще семерка. Ну, ничего себе. Ну, ничего себе. Красивая какая BMW. Хочет проехать по обочине побыстрее. Работает. Женщина на РНЖ спросила, что у вас за рейд, я говорю, против вас. Она говорит, ну я ей говорю, пристраивайся, она говорит, нет, я так дальше поеду. Сейчас, говоришь, тебе будут комменты давать. Не широкую, на широкую давайте сейчас. Смотрите. Затонирован в хламину. Еще так, снимай, вперед. Бэха все понял, перестроился. Проезжайте, вперед. А девушка едет дальше. Девушка едет дальше. Что там по камерам? Чисто. Почему девушки такие упертые, я не понимаю, вот честно говоря. Поправка, проезжайте вперед, давайте, Андрюх, давай. Все, решила перестроиться наконец-то. Ну, молодец. Ну, молодец. Заправку. Серега красава. Нет, не успеем, наверное. Серега красава. А вот Audi Q5 решил, что он сможет прорваться. Но очередные качельки от Сереги, они... О, смотрите, как в наглую на Q5 прет. Ух ты какой. Проезжайте, друзья, проезжайте. Правда, Андрюх, если вдруг... Сейчас сразу, заезжай. Езжай вперед, препятствия не создавать заезжающим. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Вот так. Немного агрессии в сторону Бедрилы. И лайки обеспечены от него самого. Это хорошо. Это хорошо, ребята. Потому что нам надо
иметь взаимоуважение, скажем так, с другими участниками движения, да. Вот он все понял, поехал по левой полосе, молодец, молодец, что не могу сказать. Надеюсь, больше не будет ездить по обочине, так же, как и все остальные. Вот. По-хорошему, вот человек, который встраивается сейчас справа, с поворотником, со всем, я должен его пропустить, да, ну, не потому что я должен, а потому что, ну, так, это правильно, так надо делать. Но я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что мы тогда потеряем строй, а если мы потеряем строй, то это не будет ничего хорошего. Audi M011 OT нас снимает, белая Audi слева. Он передал, что слева стоит Сонька, которая на нас снимает, у нее Сонька стоит вот эта беленькая на торпеде, посмотрите. Вот. Нас снимает какой-то кинооператор M011 OT 190. Видимо, тоже будет выкладывать кто-то Он едет дальше по обочине, понимаешь, что с камеры. в YouTube. Будет выкладывать, наверное, я не знаю. Это хорошо. Вот еще один у нас Mitsubishi. Mitsubishi подскочил, проехал по обочине и вклинился. Вот он оттормозил правый ряд, получается, который заезжает с выезда. Ну, что ж, ничего хорошего в этом нет. Так, затонированная Audi M011 OT 190 RUS снимает, продолжает вести съемку, едет, тормозит зачем-то правый ряд, не очень, левый ряд точнее, непонятно зачем. City Mobile хочет строиться, но я не могу его пропустить. Разрывать колонну нельзя. Взрывать колонну нельзя, и мы продолжаем движение прямо. Тут 3 камеры, примерно на метрах 500. Так, дядя. Хорошо, просто бедрил, которых, с полосы которых только направо, сейчас будут лезть, тоже не пускать. Снимает на камеру. Какой канал? Канал какой? Какой канал? Даник 023. Как? Даник 023. Даник 023, не на ютубе? Да. Все. Отлично. Ты по обочине не гоняешь? По обочине не ездишь? Нормально так. Это нормальный чувак, он по обочине не гоняет, просто снимает. Даник 0123. Передаю привет водителю Audi, который не гоняет по обочинам и просто снимает. Все, я ему передал. Под камеру пошел. Порш пошел под камеру, хорошо. Не было, сзади К841 899. Здесь мы не держим обочину, потому что впереди камера стоит на обочину, и те, кто смелые парни пролетают по этой обочине, они попадают под камеру, ну окей, ради бога. Так. Серег, пропустим только визелиста. Конечно. Такие сейчас еще пусть. Да, тех, кто едет по правилам, тех, кто едет нормально, мы пропускаем без вопросов. Но, к сожалению, не можем пропустить всех, потому что мы можем разорвать строй, а это очень плохо. И это просто недопустимо. Поэтому едем так, как едем. Да, конечно, на МКАДе движение очень дикое, ребята, я вам скажу. Очень много машин. Из-за этого еще очень много бедрил. Этих нарушителей, которые гоняют. В общем, нехорошо. Очень сложно держать МКАД. Серег, запусти этого деда. Какого? Который пошел по обочине только что на Кашкае. Так, тут мы видим обочечники. Там на обочине, ребят. Только что там был. Снимай. Притер. Цигуленка реально чуть не притер. Ну дальше пусть прямо едет, там уже бесполезно держать. Едем просто в правой полосе, ну как мы едем.
Видите, он сигналит, передает привет, говорит, у меня болит голова, поэтому я еду по Ехала обочине. и чуть ее не притер вот этот BMW. А он показал, что у него голова болит. Все, тут сейчас на съезде будет камера на обочине, потом тоже свободно. Пока не держать, да? Пока, да, там на приоре под камеру пошел. Да, впереди мы видим камеру, под которую залетела эта приора замечательная. Все, и дальше у нас начинается пробочка и начинается обочина. Будем смотреть, что же у нас происходит. Впереди мы видим сужение дороги. Что там по камерам выдает? Камера будет только перед следующей развязкой, которая с Волгоградской. Хорошо, метров за 200 ты мне скажи, чтоб я пораньше ушел. Товарищ на Митсубиси решил Сейчас скорая поедет по обочине. всех пропустить. Давайте водитель Ауди патрулем и заедем сейчас все на заправку дружно. Пусть за нами заезжает. Зачем? Едем, держим, нормально. Не надо ничего, да и поехали. Ну, Виталик в туалет хоть. Пусть пока потерпит. Виталик, сыпать себя. Скорая включила проблесковые маячки и поехал по обочине. Мы не знаем, правда он поехал на вызов или нет. И снова обочечник, опять на классике, на семерке, или это пятерка. Ослепил дальним светом, что же делать? Ослепил дальним светом Серегу, да что ж такое-то, а? Проезжайте, а то он через заправку сейчас поедет. Проезжайте. Да не надо. Ладно, он на заправку подписывает. Тогда догоняйте. Вот так вот опасно делает товарищ. Гриш, догоняйте тогда, хорошо? Вот ждем вот тут вот на обочине. Очередной обочечник. Да тут целый рой пошел. Ох, как камеру проехали, так сразу все стартанули. Но пока нас такой вот Тормаживаем, мы все опередим его. Просто стой, да, не пускаем его. обочечник со свердловскими номерами. Устраивается там, где выехал. Эх, хулиганье. И сзади еще там прикрыто. Бэха. Очередная бэха. Отлично. Очередная Полотей на бэха. обочине машина. Давай по обочине едет. Кто там кушает? Приятного аппетита ему. Нам надо налево с ДТПшечка. Мусорки красава, зажал БМВшника. Да, 100% мусорка зажала обочечника. Чувак ехал, а тот начал перестраиваться, и, соответственно, получился бум. Мы едем дальше. Серега, обгоняй нас. Смотрите, таксист 96-й регион, снимай туда. Втирает какую-то дичь. Виталику и Грише. Так торопился. Ему там Вольво за ним, который едет, там моргалась. Так торопился, ехал по обочине, всех там это объезжал. И тут у него оказалось время поболтать, поговорить, объяснить свою позицию, почему он так поступает, почему он так делает. Ну что ж, видимо, не так уж сильно и торопится. Серега проехал вперед, рокировочка у нас произошла. Сзади едет Владимир на Дастере, впереди Толя, Виталия
И как бы почти посередине мы. Все, ребята, начинается обочина. Наглючие газелисты пытаются проехать по обочине. Вот этот чувак тоже хотел. Но, конечно, его никто не пускает. И газелиста тоже никто не пустит. Потому что он такой, видите, какой бородатый, красивый мужчина. Газелист пытается залезть, и сзади уже его подпирает очередной обочечник, который нарушитель, который хочет проехать быстрее, чем другие люди по пробке. Но отец Сергий, который сегодня кроет обочину, не дает проехать этому товарищу, который очень возмущается. Что же такое? Как же так? А вот так, дружочек, вот так. Серега устраивает качельки. Это очень... Видео говорят, когда тебе сзади сигналит, сразу останавливайся. Вдруг у тебя там что-то отвалилось, еще что-то. Вот. Это очень злит обочников, эти качели, поэтому Что там по камерам? им не нравится. Не нравится. Пусто. Видите, они сзади там пытаются как-то... Там все чисто. Здорово, Серега! Не слышит он нас. Едет сконцентрирован на дороге. Так и должно быть. Чувак на вот этой машине, я даже не знаю, минивэн какой-то или что-то такое, пытается... Не теряет надежды проехать по обочине, но в очках, не пристегнут. С лентой. Опять лента. Сними, Толя, ленту его. На зеркале висит. Яндекс тут камер на обочину не ищет. Не, вроде нету. Видите, он специально не прочистил номер свой. Ой, да, у Лехи камера настроена на обочину смотрит, короче, он обочину снимает. Сзади тоже снимай. Серег, сейчас, скорее всего, вот здесь будут камеры, поэтому смотри, прячься за фурой и в последний момент можешь выскакивать перед нами. Яндекс пишет, что это камера контроля скорости. Сейчас широкого будет. Так, вот снимай вперед сейчас. Как он будет. Или не будет, может быть, не знаю. Вот видите, у него лента висит. Это говорит о том, что человек патриот. Что-то там возмущается. Чего возмущается, не очень понятно. Вот. Серега опять устраивает качельки небольшие, это очень хорошо. Включил, он начинает перестраивать. Так, впереди Хавал. Хочет, я не знаю, может ему повернуть надо, но извини, дружок, мы тебя не можем пропустить. Так, этот чувак сдался, что ли? Ёлки-палки. Сдался, да. Вольво моргает Сергею, чтобы тот уехал как можно скорее с обочины. Но Серега не преклонен. Давайте посмотрим, Вольво повернет или нет. Или продолжит движение прямо. Вот Виталик на Солярисе спрашивает, не планируем ли мы заканчивать. Мы в самом разгаре. Серега включил аварийку и едет спокойно по обочине. И смотрите, какой сзади рой, просто рой этих обочников, этих нарушителей, которые... Я даже не знаю, зачем они едут по обочине. В принципе, сними, По камерам. то ли вперед ряд. Тут пока чисто. Эти левые ряды более-менее свободно едут. Зачем ехать по обочине, непонятно. Снимай их рожи. Вот этого. Берите интервью. Так, смотри. Дагестан. Андео. Сейчас под крузак полезет. Не стал. Все остальные, смотрите, оказались умнее и просто встраиваются обратно. А этот на Вольво чувак продолжает свое движение победоносное по обочине, пытаясь согнать Серегу с обочины. Дружище, это просто нереально. Поэтому оставь попытки. Вот еще, ребята,
О, ничего себе! Тут жало полетели у нас, жало. А ну-ка еще раз покажи. Ну-ка давай. Не надо ездить по обочине, пацаны. Ну не надо. Ну и так, бля, государство нас губит еще. Конечно. И нас точно так же. За это платит вам кто-то? Нет, нет, нет. Но ты можешь зайти на канал и задонатить, если хочешь. А? Можешь зайти на канал и задонатить. А какой канал? Дрон Гаго. Как? Вот сзади, посмотри, там написано. И перестраивайся в ряд. Давай, счастливо. Серег, вот после вот этого съезда, откуда газель съезжает, встраивайся перед Виталием. Просто за островок не надо пересекать. Как ты думаешь? Серег, давай перед нами въезжай, наверное. Ну а зачем? Нормально же едем. Тут камера уже. Нету никаких камер. Не надо, выезжающим. Никто не мешает. Ребята, штраф тоже будет проходить? Обязательно. Может быть даже и лишение. Тут как повезет. Я далеко живу, номера смотрите, это очень далеко. Какие там номера? О! Это где это он живет? 124 регион. Где это он живет? Напишите нам срочно.